Всем привет! Сегодня у нас новый формат блога. Интервью с моей женой. Она работает стоматологом в Дубае. Доктор Кэтрин, вам слово. Расскажите о себе пару слов. Всем привет! На самом деле, эта идея появилась еще года 3 назад, и все эти 3 года шел процесс подготовки. И вот сейчас, наконец-таки, тадам, я работаю врачом-стоматологом в Дубае. Расскажи, как происходил процесс, где ты училась в России, какое у тебя образование и какое нужно образование для Дубая? Смотрите, училась специалитет, училась в Ставропольском государственном медицинском университете, затем ординатуру проходила в Москве, в Первом меде, в Сеченово. В принципе, для поступления, для работы врачом-стоматологом в Дубае этого достаточно, но есть одно но. В 2016 году Россия отменила интернатуру, а для работы врачом-стоматологом здесь нужна интернатура, а не ординатура, либо другие условия по стажу. Поэтому людям, кто заканчивал раньше 2016 года, повезло немного больше. Получается, имея ординатуру, все же можно работать в Дубае? Получается, да. А какие документы нужно подготовить в России для того, чтобы твой диплом квалифицировался в Дубае? Смотрите, начну с того, что изначально мы хотели с мужем переехать, но точно не знали, Дубай ли это будет или нет. Для этого мы... Хотели, да. Для этого на всякий случай мы проставили апостиль на все документы, и мои, и его, абсолютно на все, но он не понадобился для Дубая. Да. Также в эту же коллекцию я сдала экзамен IELTS. Прогуглите, те, кто не знает, языковой экзамен. Их два, да, по-моему, в мире есть IELTS и TOEFL. TOEFL, да. Но он не понадобился. То есть Почему? Потому что для Дубая он не нужен. Серьезно? Он нужен был для Канады. А ты его здесь сдавала, в самом Дубае? Нет, я сдавала его в России. Как раз в период здесь пандемии. Здесь ты Прометрикс, да, сдавала? То есть я любитель учиться сдавать экзамены, которые мне не нужны. Да, я помню, Катя в ковид 2 недели, пока мы сидели в карантине, после возвращения в Россию, и она просто сидела, учила 24/7. Кто-то ел, кто-то спал, кто-то смотрел фильмы в пандемии. Я занималась полезным делом. Ты сказала, что языковой экзамен для Дубая не понадобился. А какие документы все же нужны? Смотрите, по основным документам нужен: первое, диплом специалитета; второе, диплом ординатуры; справка с места работы; good standing exam. Это что такое? Простите, good standing сертификат. Аналогов в России нет, но... То есть свободная форма? Да, те, кто работает в этой сфере, они знают, что для заграницы нужна такая справка, и они ее делают. Просто я к тому, что в России нет аналога именно такой справки. Нужен диплом специалиста, диплом об ординатуре. Это основное. Также или интернатуре, что будет лучше? Или интернатуре, но в зависимости от того, у кого что есть. Третье, нужен диплом об аккредитации. Это сейчас в настоящее время выпускники его сдают. Нужна справка, good standing сертификат. Также для врачей-хирургов, для специалистов, не general dentist, а именно специалистов, нужна логбук. То есть ты хочешь сказать, что для одних врачей, то есть общей практики general, это занимается чем в Дубае? Всем тем же, только без узкой специализации. Это как? Например? То есть general может удалить зуб? Удалить может, но не может поставить импланты. Получается, что если ты, например, хирург, то ты можешь делать чистки или ставить пломбы? Да, но зачастую люди этим не занимаются. Во-первых, это немножко другая ценовая политика уже идет, и просто врачи, которые сугубо много лет занимаются условно операциями, они не захотят просто делать чистки. Ну давай вернемся к процессу. Получается, что вот у тебя есть эти документы, то есть ты получила good standing сертификат и все остальное. У тебя есть с места работы. Да, справка о стаже с места работы. Да. Какой нужен стаж? Смотрите, есть две опции вообще, как происходит подбор документов. Нужно либо специалитет, интернатура, не магистратура, а интернатура, по крайней мере 1 год интернатура. Либо второй вариант, специалитет плюс 4 года стажа, но тогда можно без интернатуры. По шагам. Вот у меня это все есть, этот пакет документов собран. Как мне доказать в Эмиратах, что это настоящий документ, написанный на русском языке? Есть несколько вариантов. Вы можете либо заниматься всем этим сами, либо, как я, отдать компании, которая все будет делать. На моем примере. Я собрала весь пакет документов, отнесла в компанию. Это не реклама, компания называется Документ24, очень грамотные ребята. Они собирают весь пакет документов, делают нотариальные копии. Нотариальные копии переводят на английский и арабский язык. Опять же, они знают все тонкости, я ничего об этом не знала, не заморачивалась. Далее, нотариальные копии они отдают в Минюст, в МИД и потом в посольство.
оплачивает все пошлины, я просто отдаю финальную сумму и все. Какая примерно сумма была? 45 тысяч рублей. Дальше, сколько процесс занимает? Все эти ступени по Минюст там? Опять же, у меня было немножко подольше, просто потому что я ждала свидетельства об аккредитации. То есть получилось так, что я только закончила ординатуру, мне еще просто физически не успели его выдать. Поэтому я сначала перевела и заверила один пакет документов, потом ждала свидетельства об аккредитации и все вместе. Если вы не попадете ни на какие государственные праздники, никаких чрезвычайных ситуаций не будет в стране, я думаю, в месяц можно уложиться. О, отлично, отлично. За месяц как раз можно успеть чемодан собрать. Так, дальше, хорошо, ты получила все эти документы на руки в России, правильно? Да, с печатями, бланки. Прилетаешь в Дубай или ищешь до этого работу? Как происходит процесс? До поиска работы еще очень далеко. Тут хотите находиться в вашей стране, либо переезжать? Просто я знаю, что по другим профессиям, многих зовут всякие конторы, фирмы, которые ищут людей у себя в стране, приводят сюда уже на готовую работу, на готовый заработок. Здесь тоже мог бы быть такой вариант, но до этого этапа у тебя должна быть лицензия. А мы сейчас обговариваем все шаги для того, чтобы получить ту самую лицензию. Так. Я находилась в России, опять же буду рассказывать на своем примере. Я находилась в России. Заходите на самый главный сайт Минздрава ЮАИ. Мы прикрепим сайт, чтобы вам было проще найти. И весь процесс начинается оттуда. Первый шаг огромными буквами. Self-Assessment Tool. Выбираете эту кнопочку, и это, скажем так, краткая сводка о том, подходите ли вы вообще для работы. То есть вам задают базовые вопросы, какое у вас образование, сколько у вас лет стажа, сдавали ли вы интернатуру, ординатуру, там вопросов 10, по-моему. Вы отвечаете, если да, все хорошо, вы проходите, и можете переходить к следующему. Если нет, то ждете, пока ваши данные не будут подходить. С первым шагом сделали. Дальше начинается основной этап. Если с первым этапом все хорошо, мы переходим к проверке документов. Второй этап называется Get Registered. Есть два этапа. Первый – Data Flow. Это сторонняя организация, то есть она никак не относится к ЮАИ, лично к Дубаю. Это мировая, да? Мировая, да. Сторонняя организация, которая занимается проверкой документов. Опять же, вот те документы, которые нам подготовило уже агентство, мы имеем, мы загружаем на сайт Dataflow, и они занимаются проверкой. А как они коммуницируют? Получается, один профиль из Министерства здравоохранения коммуницирует как-то с Dataflow? Да. Там какой-то реферальный код или что-то такое? Да, я, получается, регистрируюсь на сайте Минздрава, то есть когда первый этап у вас прошел, вы как бы вводите данные, регистрируетесь, у вас уже свой якобы личный кабинет получается. Внутри личного кабинета, опять же, максимально все просто на самом деле. И, по-моему, напомню, то есть если у тебя какие-то данные не подходят, то тебе не регистрирует сам сайт, да, по-моему? Это на первом этапе. Если какие-то данные не проходят... То есть если нет стажа или нет какого-то образования, надо это упомянуть. Я же сказала, если, получается, вы не проходите, и какие-то ваши данные не проходят, отказ. Если то есть проходят, получается, что вы можете проверить, подходите ли вы для работы в Дубае или нет, просто зайти на сайт, пройти первую форму, первый этап абсолютно. Регистрации, да, до оплат, до всяких комиссий. И если сайт вас пропускает дальше, на второй этап, то значит вы подходите, и вы, в принципе, можете претендовать на получение лицензии. Все верно. Dataflow. Загрузили туда документы, и сам сайт занимается, не сайт, а организация занимается проверкой документов. Немножко небольшое отступление. Опять же, если хотите, можете вводить все данные сами, либо за чуть-чуть другую плату. У них есть функция, когда работники помогают с заполнением документов. Но мы не доплачивали. И я просто лично доконтактировала с ребятами. Отвечают достаточно оперативно, все понятно, но у меня плюс пару дней это заняло. Так. Когда Dataflow заверила, результаты появятся в вашем личном кабинете. То есть они напрямую связаны с вот этим Минздравом. Второй этап. Прометрик. Это самая важная ответственная часть для врача. Это, опять же, посторонняя организация, которая занимается оцениванием знаний врача. Если мне память не изменяет, американская компания, но филиалы есть по всему миру. Так же, как и в в России, по-моему, можно сдавать его? В любой точке мира вы можете по-моему, даже сдать в разных экзамен. городах в России можно. Да, в Питере и в Москве 100% есть. У меня прям даже скрины были с локацией. И как часто проходят экзамены? Не могу сказать, но вот я, получается, в апреле либо в мае задумывалась об этом, а свободная дата была на август. То есть в течение одного квартала точно сдаются? Да, точно. Опять же, просто будете ли вы готовы, нет, или нужно будет мониторить даты. Самое важное, если сдаете Prometrics,
все данные будут отражаться в личном кабинете. Но это самая ответственная часть, расскажу почему. Потому что, опять же, на своем примере, я учила весь объем информации на русском языке. Для того, как чтобы, и все в России. Да, как и все в России, увы, на самом деле. Для того, чтобы стать врачом здесь, нужно это же все знать на английском. Возвращаемся на первый курс к биохимии, к биологии, к основам всего. Мы пока не говорим про сугубо узкую специализацию ортопеда, либо сугубо узкую специализацию имплантолога, нет. Все с первого курса учим на английском. Тяжело. Возвращаясь к моему предыдущему экзамену, IELTS мне здесь помог. Я уже хорошо знала английский. И для меня была очень сложна терминология. То есть, опять же, привет, как дела, как пройти до ближайшего магазина – это одна история, а какие-то специфические медицинские термины – это немножко другая история. И опять же, я хирург по образованию, у меня магистратура именно, ординатура именно хирургическая, а я должна была знать все тонкости, нюансы всех профессий, всех аспектов. Но я сдала, все благополучно. Сдаем экзамен, и опять же, результаты будут появляться в личном кабинете. Важная пометочка. И DataFlow, и Parametric можно делать параллельно. То есть пока вы, например, ждете результаты DataFlow, вы можете бронировать экзамен и сдавать. То есть даже если, например, ты сдашь Parametric, но у тебя на DataFlow не одобрят, Parametric у тебя уже будет сдан? Да. Или тебя, по-моему, не пускают на Parametric? Нет, пускают. Пускают? Пускают, да. Там точно? Точно, я проверяла. Специально подготовилась. Хорошо. Допускаем, что человек сдал Parametric, его одобрили на первом этапе в DataFlow, точнее не на DataFlow, его тоже все документы легализовали и одобрили на первом этапе в Дубайском Минздраве. Какой следующий этап? И, например, если это не Дубай, а Абу-Даби или Шарджа, есть ли какие-то отличия? Да, хороший вопрос, потому что сейчас мы говорим только о Дубае. Если мне память не изменяет, по-моему, есть 3 разных подразделения. Для Абу-Даби это один сайт и, соответственно, один экзамен. Для Дубая это другой экзамен. И для всех остальных Эмиратов, Шарджа, Рас-Аль-Хейм и так далее, остальные. Это совершенно третий экзамен. То есть, если вы изначально регистрируетесь, там тот же Parametric и так далее, сдавать на Дубай, то есть это DHA, Dubai Health Authority, вы можете работать только в Дубае. Если изначально регистрируетесь на Абу-Даби, можете работать только в Абу-Даби. То есть, если ты захочешь переехать в другой город, то надо будет заново сдавать лицензию? На данный момент нет, потому что у меня уже есть лицензия. По-моему, мне нужно год или 2 отработать с нынешней лицензией, и тогда я могу перейти на другой Эмират. Понятно. Но до этого нет. Хорошо, то есть понятно, что ты регистрируешься только на определенный Эмират, будешь работать в нем какое-то время, да, ближайшее. Какой второй этап на этом сайте? После того, как мы сдали Parametric, DataFlow одобрила все наши документы, опять же, в личном кабинете появляется оповещение. Следующий этап. Вот эти все документы теперь рассматриваются именно DHA, то есть Dubai Health Authority. Теперь мы говорим уже только про Дубай. Дубай рассматривает наше заявление. Мы платим 220 дирхам, процесс рассмотрения начинается. Если память не изменяет, 5-7 рабочих дней они работают оперативно. Если DHA рассматривает, все утверждено, опять же, confirmed, и в личном кабинете это отображается. То есть, по сути, самый важный этап, чтобы DHA подтвердила, проверила, одобрила все, и, в принципе, все заканчивается практически на этом этапе. То есть, после этого вы получаете так называемую временную лицензию, Letter of Authorization. То есть, это стоит всего лишь 220 дирхам, все документы у тебя как бы готовы, именно в Дубае. Практически, да. Было бы идеально, если было бы так, но процесс DataFlow верификации документов стоит своих денег. Каких примерно? Каждый документ или весь пакет? DataFlow у меня вышло за 5 документов, которые мы с вами обговаривали. Специалитет, ординатура, свидетельство об аккредитации, справки с работы и good standing. Да, 5 документов. Вышло 1700 дирхам. И потом следующий этап Parametric. Сама сдача стоит $180, но к нему же еще нужно подготовиться. Так. Такая узкая отдельная тема. Готовиться можно разными способами. В интернете есть много вариантов, но кто-то покупает книжки, знаете, сборники по 5000 вопросов, 10 тысяч, ну, мне кажется, уже немножко устарело. Я пользовалась порталом eDental.
Такой лайфхак. Да, в комментариях потом оставим мою ссылочку, вот, если память не изменяет, там скидочка может быть даже. В принципе, там актуальные вопросы. Вы регистрируетесь только со своей личной почтой, и вы не можете распространять эти вопросы другим людям. Вы вначале подписываете прям информацию, вы соглашаетесь, что да, это все сугубо конфиденциально. Плюс одно из немаловажных – Facebook. Множество групп, где вы можете просто найти подобные данные. Скажу честно, мне арабы советовали одну группу на Фейсбуке, меня туда до сих пор не добавили. Поэтому, если вам повезет, иншаллах туморов, да. Ну, у меня были другие группы. Опять же, я искала внутри этих групп людей, которые сдавали, писала им в личные сообщения, потому что стоматологов крайне мало. Очень много general специалистов. Опять же, искала стоматологов, кто Ты имеешь в виду врачей других хирургов, специальностей? кардиологов, Да. лечебников, назовем их так. Писала лично людям насчет того, сдавали ли вы прометрии, какие у вас есть данные, и мне добрые люди скидывали какие-то старые вопросы. Обрывки, да? Да, обрывки. Таким образом, собирая информацию везде по чуть-чуть, Понятно. нарыли информацию. Хорошо, тотал сумма именно здесь по месту заверенными документами из России сколько будет? Вышло примерно. 45 тысяч рублей само заверение документов, потом 150 дирхам подготовка к прометрику, 180 долларов сама сдача экзамена, 1700 дирхам Data Flow, 220 дирхам платим непосредственно на сайт DHA. Вот так. И считайте. У меня просто 3 валюты, поэтому... Хорошо, а если есть такой вариант, что DHA не одобряет, нужно опять платить и как-то заново подаваться? Это за больное прям. Так, да. Бывает такое, лично у меня все так и получилось. То есть примерно с апреля месяца мы начали весь процесс, и где-то к сентябрю у меня все застопорилось. Мне DHA присылает ответ, что нет, мы не одобряем. То есть ваше первый этап тебя пропустили. Да, первый этап все прошло. Я сдала, одобрили Data Flow, сдала экзамен, то есть оплатила эти 220 дирхам на одобрение DHA. Мне приходит ответ, что извините, вы не проходите. У меня весь мир рушится, цели последних 3 лет просто разрушена, не знаю, что делать дальше. Не пугайтесь, если вдруг такое будет, все в жизни случается. Все решаемо, да? А все потому, что у меня не было интернатуры, была ординатура, и у меня не было полных 4 года стажа. Но нашли выход. Твой второй пакет документов, который пришел из DataFlow, он был заверен, и здесь уже DHA приняла его к сведению. Да, все верно. Кстати, нужно сказать, что второй пакет документов, который одобряла DataFlow, я также оплачивала. И DHA, да, оплачивала? Да, и те же 220 дирхам я оплачивала еще раз. То есть после оплаты мне на этот раз уже DHA одобрила всю мою деятельность. То есть таким образом я получаю временную лицензию, Letter of Authorization. То есть с временной лицензии начинается процесс match. Что это значит? Я, имея временную лицензию, могу устраиваться на работу. То есть моя задача за 12 месяцев найти работу, а соответственно работодателю найти меня. Когда у нас происходит матч, дальше работодатель занимается всем остальным процессом. У меня, слава богу, так получилось. Я пришла в эту клинику, меня позвали на работу, и весь дальнейший процесс уже делала руководство клиники. То есть больше я не платила никакие деньги. Если мне память не изменяет, 300 дирхам уже платила именно клиника за постоянную лицензию, да, чтобы трансфер. Ну, по этому процессу давайте немножко расскажу. Получается, что, как и у всех в Дубае, кто приезжает на работу, работодатель, компания уже занимается твоими документами, она открывает тебе визу на 2 года, делает ID, это временная, то есть карта резидента, ты идешь только сдаешь medical тест, флюорографию и кровь, также дальше ты идешь, сдаешь отпечатки, тебя фотографируют и выдают карточку. С этой карточкой ты уже можешь везде быть полноправным членом общества, идти учиться на права, покупать себе сим-карту для связи, арендовать жилье, и пользоваться всеми благами, так сказать. Даже интернет ты не можешь оформить без ID. Также работодатель тебе обязуется указать в контракте о том, что он платит тебе basic, какую-то минимальную зарплату.
Дальше он обязан тебе оплатить жилье по контракту, и в некоторых еще контрактах указывается transportation, то есть сколько он платит за твои передвижения до работы, с работы, и как бы это все составляет твою зарплату. Но это обычно всегда, так сказать, минимальная ставка, дальше уже идет внеконтрактовые суммы, проценты, надбавки и все остальное. И страховку. Да, и страховку. Работодатель открывает страховку, не всегда она хорошая. Многие открывают страховку сами, которая может покрывать там часть зубного, что-то еще. Вот у меня, когда я работал на работе в компании фотографом, то у меня была хорошая страховка, даже 15% стоматологии включала. У меня чуть-чуть попроще с этим. Да, хотя... у тебя попроще, но у тебя и страховка не включает стоматолога, кстати говоря. Ну, есть. Тебе не надо. Те, кто работает в этой сфере, есть свои лайфхаки, поэтому... Понятно. Потом расскажете. Расскажи, а почему Дубай? Почему Дубай? На самом деле интересный вопрос. Честно, мне кажется, нужно от меня переадресовать этот вопрос тебе, я расскажу почему. Изначально я не собиралась переезжать. Собирался переезжать только Андрей. У него но были куда цели мы и не планы. знали. Мы просто хотели уехать из России. Именно поэтому, почему мы не знали, куда уехать, мы перестраховали, сделали и апостиль, сдавала экзамен IELTS, потому что в большинстве стран это все нужно, кроме Дубая. Вообще, какие страны рассматривались в плане именно твоей профессии, стоматологии? По-моему, эти страны были очень ограничены. Да, было. Чисто потенциально расскажу. Была USA, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Дубай. Нет, еще Англия. Нет. Ну, чисто теоретически да. Почему? Потому что это все страны, где говорят на английском. Да, с английским языком. На самом деле 5-6 стран в мире и все. Да, все остальные страны, они даже европейские, тебе нужно сдавать все экзамены на местном языке. То есть Дубай чем хорош? Тем, что здесь помимо арабского ты можешь, ты должен и вообще можешь сдавать на английском языке. Да, и этим как бы он нас привлек. Сразу ЕС отмелось, потому что если вы врачи, я думаю, вы слышали, USML очень сложный экзамен, очень долго. В Канаде такая же система, там чуть-чуть другой экзамен, но там нужно сначала отучиться в университете, а потом сдать экзамен. И самое интересное... И самое интересное, что мне не нужно было учиться как специалитет, я могла сразу идти в ординатуру. Да. Но для ординатуры Канада не дает визы. Вот, я хотел добавить, что ты как студент бакалавриата можешь получить учебную визу в России, да, или в какой-то другой стране, прилететь в Канаду уже на визу. Но если ты идешь как второй этап, да, магистратура, ординатура или что-то такое, то визу учебную тебе уже не дают. Тебе нужно продлевать, которая у тебя была, либо искать свою визу какую-то. Но мы так и не разобрались с процессом, какую нам визу получить. Получать рабочую как бы сложно, потому что тебе нужно было бы работать, а Катя не могла работать и учиться одновременно. И как бы Канада тоже отмелась, плюс еще были ковидные ограничения в тот год, это был 19-й год. И попасть в Канаду было крайне сложно, Австралию вообще закрыли, и оно не рассматривалось. Такая же схема. С Англией, по-моему, были какие-то сложности в плане того, что это очень долго и дорого, по-моему. Да. То есть там тоже нужно было учиться именно, как и в Америке. Все страны были, в принципе, дорого. То есть для любой страны еще минимум 2 года в университете, минимум 2 года. Потом также сдаешь экзамены, то есть, опять же, процесс учебы. То есть я 3 года бы просто теряла. В Дубае же все намного проще. Мне учиться здесь не нужно было. Я, условно, могла учиться в любой точке мира для сдачи экзамена. У меня это заняло где-то месяца 3, по-моему, максимум. Но, надо сказать, я училась, как будто работала 6 часов в день, каждый день я постоянно сидела. Подтверждаю. То есть у меня это была полноценная работа. Если вы будете уделять времени меньше, я думаю, полгода, наверное, займет. Кто как учится, кому как это. Опять же, я уже хорошо знала английский, поэтому я просто учила медицину, не английский изучала. Вот. Поэтому Дубай нам подошел во всех аспектах. Да, плюс я уже до этого здесь работал какое-то время, и до этого мы были здесь, и как бы нам, в принципе, нравилось. Вот. Но если вы знаете какие-то другие языки, например, чешский, французский, то у вас намного больше вариантов, то есть вы можете поехать в те страны, например, в Чехии очень легко получить, если ты знаешь чешский язык и можешь сдать, то ты с русским дипломом, тебе ничего так же, как и в Дубае, не нужно переучиваться. Словения, Словакия, очень много врачей туда переезжают. Относительно дешевая страна, классный климат, близкий к восточноевропейскому. Все условия.
Ну, все упирается в то, какие языки вы знаете. Поэтому как-то так. Поэтому если кто-то вам говорит, не учите английский, он вам в жизни не нужен. Учите арабский, он более нужен. Закройте уши и не слушайте. И, кстати, by the way, работая в арабской клинике, я единственный человек, который не говорит по-арабски. Именно поэтому с нынешнего дня мне приходится учить арабский язык, и у меня будет плюс один. Но ее не заставляют, да, просто нужно, потому что здесь все равно очень много арабов, которые, они говорят на английском, но им намного проще, как и нам, русским, наверное, по менталитету, говорить на арабском, и в любом удобном случае, когда им можно говорить на арабском, они будут говорить на арабском и не захотят говорить на английском. Абсолютно верно. Качество жизни просто улучшится в разы, и возможности для работы, возможности коммуникации вне работы намного увеличиваются. Ну, окей, друзья, мне кажется, мы со всех сторон рассказали об этой теме, о стоматологии. Я думаю, на канале будут дальше выходить какие-то интервью с интересными людьми. Может быть, из других профессий, из других стран. Мы хотим взять пару интервью, как люди получили свои лицензии или как они попали в Дубай. Может быть, когда-то я созрею и также расскажу, как я попал в Дубай и стал фотографом здесь. Ну, расскажи тогда, как можно с тобой коммуницировать, задавать тебе какие-то вопросы уточняющие, если у людей будут. Помимо личной странички в Инстаграм, у меня есть рабочая, доктор Кэтрин Дэнс, поэтому все стоматологические вопросы можете писать туда. Кстати, специально бонусом я хочу помочь русскоговорящим врачам в этом нелегком пути, и поэтому я специально для вас создала файл с медицинскими терминами на английский, с переводом на русский, который бы вам помог влиться в эту профессию намного быстрее. Просто по своему опыту знаю, как тяжело было искать переводы, сопоставлять, изучать огромный объем информации, поэтому я хочу сделать вашу жизнь немножко проще, и мы прикрепим ссылочку на этот документ. Надеюсь, вам это очень поможет. Ой, ну все, у нас выпуск одних лайфхаков и вообще... Мимимишки. Все, спасибо за внимание. Всем, кто смотрел до конца, большой респект. Поэтому увидимся в следующих сериях. Исполняйте свои мечты. Да, пока.